Привет, друзья! С вами Маргарита Хереш. Сегодня пятница, а значит самое время прогуляться по Израилю. Готовы? Сегодня в программе Рош ха-Шана. Чем украшают стол на еврейский Новый год? Новый театральный сезон в Израиле. Интервью с художественным руководителем театра Гешер Евгением Арье. Сухое крепленное. В Нетании открылась выставка картин Андрея Макаревича и Александра Галицкого. На этой неделе евреи всего мира празднуют Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Согласно иудаизму, именно в эти дни, примерно 6 тысяч лет назад, Бог создал землю. На праздничный новогодний стол принято готовить еду, которая будет символизировать счастье, богатство и благополучие. Рош ха-Шана – голова года, еврейский Новый год. Сейчас мы с вами посмотрим, что же покупают люди для того, чтобы украсить новогодний стол. Этой осенью евреи во всем мире отмечают уже 5780 год. На Новый год категорически запрещено вкушать горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горестей и бед. А чтобы год выдался сладким, нужно есть яблоки с медом. Если вот эти более сладковатые, кто любит, или многие вот берут зеленые. Вы Я какие люблю предпочитаете? Сладкие. Супер, То я есть, тоже. идемте попробуем. Пойдем. Ну, сейчас будем пробовать. С удовольствием. Ох, пусть у меня такая же будет Что такое очень сладкий сладкая был жизнь и год. Так. Ну и как? Ой, как хорошо. Чтобы был Новый год, еще лучше, чем был этот. Пусть так и будет. Считается, что в Новый год определяется и материальное благосостояние человека на будущий год. Обязательным атрибутом новогоднего стола является рыба. Но очень важно, что рыба готовится целиком с головой, для того, чтобы весь год быть в голове, а не в хвосте. На рынке Кармель несколько рыбных лавок, где можно выбрать свежую и вкусную рыбу к новогоднему столу. Здесь есть даже свои хиты продаж. Вернее, были. Еще 2-3 года назад карп был настоящим хитом продаж. В еврейские праздники, особенно на Новый год, мы продавали около тонны в день. Но поколение еврейских пожилых женщин, выходцев из Польши, которые умели и любили готовить гефильте фиш, увы, уходит. Карп покупают все реже, чаще берут рыбу, с которой не нужно много возиться. Вы будете готовить рыбу? Ида, скажите, что будет у вас на новогоднем столе? Карп, печенка такая крученная, и там будет на ней сладкий красный лук, как варенье. Обязательно гранаты. Гранат является необходимым атрибутом на новогоднем столе. И, кстати, количество семечек 613, ровно столько же, сколько и заповедей. Спасибо. С Новым годом! Что вы планируете поставить на ваш новогодний стол? Это будет соломон, который будет в духовочку под лимонным соком с травками орегано, розмарина. И это будет очень вкусно. Рэйчел, расскажите нам, пожалуйста, как американские евреи будут праздновать еврейский Новый год? Что будет у вас на столе? Прежде всего, нужно, чтобы на столе были яблоки и мед. Давайте я расскажу вам о своей маме, потому что она из года в год занимается подготовкой новогоднего стола. И делает все это своими руками, с нуля. Она готовит куриный супчик, гефельте фиш, а вот халу она покупает. Пусть этот год будет сладким и счастливым. Желаю всем быть здоровыми и записанными в книгу жизни. Проведите этот праздник в кругу семьи и друзей. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали к нам? Мы приехали из солнечной Армении. Знаете ли вы, что приехали в канун Нового года? И знаете ли, что будет здесь происходить? Ну, скорее всего, если Новый год, наверное, и вкусно все будет, столы будет. Оливье, селедка. Нет, такого не будет. Мы устали от этого всего. У нас на Новый год Толма. обязательно. Обязательно толма с этими Толма с виноградными листьями. листьями и с капустой тоже, но обычно кюшка.
Ну, я поздравляю, конечно, весь еврейский народ. Желаю, чтобы они встретили все очень радостно, потому что, как говорят, как встретишь Новый год, так и проведешь. Израиль, шно рабор, нор тари. Шана Аба Иерушалаим. Театр Гешер существует уже около 30 лет. И за это время он успел стать одним из самых популярных театров как в Израиле, так и за его пределами. В преддверии нового театрального сезона мы решили поговорить с его художественным руководителем и бессменным лидером Евгением Арье. Евгений Арье – театральный режиссер, писатель, основатель и художественный руководитель израильского театра Гешер, ученик Георгия Товстоногова. Несколько лет преподавал в качестве доцента в ГИТИСе. В 1980 году подавал документы на выезд в Израиль, но получил отказ без объяснения причин. В 1990 году Евгений Арье вместе с группой артистов и учеников по ГИТИСу репатриировался в Израиль и основал театр под названием Гешер, в котором ставил спектакли на русском языке и на иврите. Постановки Евгения Арье удостоены престижных призов в Израиле, России и других странах мира. Евгений Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с открытием нового театрального сезона. И мой первый вопрос: с каким настроением, с каким состоянием вы входите в новый театральный сезон? Ты знаете, как в школе после летних каникул. К концу года надоедает все ужасно, устаешь, скорее бы все это кончилось. После каникул хочется в школу показать, какой ты теперь умный, как ты сильно вырос. Я очень хорошо помню эти состояния. И с театром то же самое. Увидеть заново артистов, увидишь всех, с кем ты работаешь, и какие-то перспективы. Я очень люблю это состояние. Это что-то новое начинается каждый раз. 30 лет назад вы создали театр Гешер с таким очень знаковым названием, как «Мост». Насколько я это трактую, это мост между израильской культурой и русскоязычной культурой. Правильно ли я это понимаю? И есть ли этот мост, и нужен ли он? Когда мы не очень задумывались о философском смысле этого названия, потому что, честно говоря, было не до этого. Было такое количество дел, которые надо было делать сию секунду, просто для того, чтобы это дело состоялось, началось. Мы перебирали много названий. Все время в голове был театр Пикколо в Милане, там другие театры, МДТ в Петербурге и так далее, так далее, так далее. И вдруг возникло это название «Мост», и все вдруг согласились на это. Вот давайте, пусть будет «Мост». Потом уже в интервью мы начали говорить, что, конечно, это мост между культурами, русской культурой, израильской культурой, и что мы хотим, чтобы движение культур происходило в обоих направлениях и так далее, и так далее. Но это уже потом. Вы приехали в 90-х. Как вам было работать с израильской публикой, с израильским зрителем и с израильскими актерами? Ну, израильские актеры возникли несколько позже, потому что тогда, когда мы начинали, это были только русские актеры, и мы целый год играли только по-русски. На двух языках мы играли очень долго, больше 10 лет, а теперь мы играем только на иврите, потому что в какой-то момент и русскоязычный зритель очень сильно сократился, и профессионалы, число профессионалов очень сильно сократилось. Даже сейчас, в общем, русскоязычный театр в том масштабе, в котором мы работаем, фактически невозможен. Ну, мы можем 20 спектаклей сыграть. Это невозможно для театра, потому что мы играем больше 100, 200, 300 и так далее, для того, чтобы просто существовать. А вы не скучаете по спектаклям на русском языке? Очень скучаю. Каждый раз, когда мы делали спектакли, играли по-русски, это был такой праздник. Это праздник. А это зависит еще и от материала, конечно. Но был момент, когда актеры, как это ни странно, полюбили больше играть на иврите. Им больше нравился этот язык, музыкой своей и так далее, и так далее. איך יכול היה לדעת שישנה אהבה כזאת, תשוקה כזאת, אש כזאת? היא דיברה אליו במילותיה של רות המואביה, כי אל אשר תלך אלך, ובאשר תלין אלין, עמך עמי, ואלוהיך אלוהי. עכשיו תפס את משמעותו האמיתית של הפסוק בשיר השירים, עזה כמוות אהבה.
Вообще очень жалко, что в свое время не было психолога у театра, потому что тот период, когда мы играли на 2 языках, это вообще в мировом опыте был достаточно уникальный опыт. И исследовать, как это так, как работает человеческий мозг, если я сегодня играю на иврите, а завтра по-русски один и тот же спектакль. И, как ни странно, зритель иногда участвовал в этом, потому что мы играем вот по-русски, и вдруг у кого-то проскакивает ивритское слово того же самого текста. И зал смеется и аплодирует, потому что они вместе с нами проходили весь этот процесс адаптации, скажем так. А когда вы едете на гастроли, вот каким образом режиссер подбирает тот репертуар, с которым он выезжает? На что опираясь? Чаще всего, во-первых, это выбирает не режиссер, а это выбирают те люди, которые тебя приглашают. Если это крупные фестивали какие-то, то приезжает их представитель, осматривает спектакль. Те спектакли, естественно, которые мы считаем нужным ему показать. И он уже выбирает, основываясь на своем интуитивном чувстве, что будет более интересно зрителю Нью-Йорка или Лондона, или Берлина, или Москвы и так далее. Зритель Москвы, зритель Нью-Йорка, зритель Берлина. Чувствуете ли вы какие-то принципиальные отличия? Очень большое отличие европейского театра, который, скажем, последние годы больше в фарватере такого немецкого театра, а теперь и русского театра. Это, так условно говоря, это режиссерский театр. Все, что касается англоязычного театра, Англия, Америка особенно, это другой театр, это все-таки актерский больше театр. Там зритель не интересно зрителю, кто там, какой режиссер, чего там поставил. Вот мне интересно, там Кевин Спейси есть или нету? Или Джулия Робертс, она в спектакле участвует или не участвует? Вот это совсем принципиально другой театр и другой зритель. Вы 2 года ставили оперу, правильно, в Большом? Не 2 года, а 2 спектакля поставил просто. Да, Планируете ли вы в дальнейшем заниматься этим? И в чем интерес? Ну, это интерес. Вы знаете, я много лет очень хотел поставить оперу. И когда я все-таки начал это делать, уже достаточно, так скажем, в серьезном возрасте, я делал «Идиота» в Большом театре. И здесь тут соединились несколько вещей. Во-первых, я впервые в жизни делал оперу. Во-вторых, я делал оперу такого композитора, его фамилия Вайнберг. Он был ближайшим другом Шостаковича и замечательным композитором. Это была современная музыка, очень непростая для исполнителей и очень непростая для постановки. И процесс такой, вот впервые обеспечить жизнь вот этому музыкальному произведению, которые мертвым папочки лежали на полке где-то, никто не знал, что это такое, это было жутко интересно для меня. Очень интересный процесс. И вдруг это пошло, и это было неожиданностью для театра. И до сих пор она в прокате, это опера, и это замечательно. И они меня позвали вот делать Евгения Онегина в прошлом году. Это совсем другая работа оказалась. Это ты имеешь дело с материалом, который ставился миллион раз, который все знают, как надо ставить и как надо смотреть. Это ужасная опасность, такая мышеловка, в которой я оказался. Ну, мы пытались какое-то свежее дыхание сообщить опере, и мы его сообщили. Ну, естественно, как мы все, я очень хорошо знал Евгения Онегина. Я его много раз просто перечитывал, и каждый раз я был просто поражен заново, как этот человек в своем возрасте мог так глубоко понимать какие-то вещи и быть таким ироничным, таким изощренным в искусстве. Все его отступления, они полны такой иронии и такого ума, и такой открытости по отношению к тебе, что, вы знаете, у меня есть вообще в принципе несколько имен, творчество которых я не могу объяснить без участия каких-то высших сил. Я не понимаю этого. При том, что я неверующий, честно говоря, человек. Но вот все, что сделал Моцарт в своей жизни, вот за этот период времени, который он прожил, и Пушкин, я не понимаю, как это произошло, если кто-то оттуда им не помогал. Не понимаю просто. Все время говорят, что кино умирает, театр умирает, телевидение, все умирает, скоро будет один интернет. Считаете ли вы, что в данный момент театр нужно тоже как-то усовременивать, делать какие-то новые шаги? Во-первых,
есть очевидная вещь. Театр не может оставаться таким, как он был вчера, не говоря уже о том, что как он существует во времени. Просто даже если бы театр очень хотел вот сказать, вот так мы делали 30 лет назад или 100 лет назад, вот так мы будем делать. Почему это невозможно? Потому что зритель совсем другой. Последние, там, скажем, 200 лет мы имеем дело с индивидуальностью режиссера. Вот его чувство меры, его чувство времени, его чувство того, что сегодня может как-то проникнуть вот сюда, вот для зрителя, оно и определяет все. Потому что конечная цель все-таки именно это, как пробиться к душе, извините за такие слова высокие, сердцу зрителя, потому что зритель настолько переполнен информацией, разными историями. Вы можете снимать детективный фильм, и зритель вам будет рассказывать вперед на 100 шагов, что там происходит, потому что он уже такое количество этих фильмов посмотрел, он уже опытнее сценариста. Как столько штампов, касающихся различных чувств человеческих, как выражается любовь, как выражается горе, искусство, вот эта искра возникает тогда, когда вы находите какое-то свое проявление этого. И оно сегодня обязательно другое, чем было вчера. Вы сказали, что театр – это режиссер, прежде всего. А откуда вы берете силы и вдохновение? Так я никогда про это не думал. Потому что если тебе что-то интересно, и ты про это постоянно думаешь, и ты этим постоянно живешь, то в какой-то момент, ты абсолютно не знаешь в какой, все-таки решения приходят. То, что в психологии называется инсайт. Да? Он может возникнуть ночью во сне, он может возникнуть по дороге. Я помню, когда-то я придумал декорацию к спектаклю «Идиот». Это один из первых спектаклей в нашем театре. Я гулял вдоль моря, и вдруг увидел, там какая-то белая стена отделяла пляж от набережной. И я понял, какая должна быть декорация в «Идиоте». Как работают такие ассоциации? Я думаю, что это не знает никто. И слава богу, что не знает. Такой вопрос. Я бы хотела узнать ваши планы дальнейшие и мечты. Моя мечта была вот связана с жизнью этого театра, чтобы в какой-то момент его финансовое положение стало соответствовать тем словам, которые говорят и в правительстве, и в Кнессете, и все люди в этой стране. Ну, это у вас замечательный театр. Вы даже не знаете, как мы его любим. Это потрясающий театр. И в течение 30 лет мы каждый раз не знаем, мы в следующем месяце мы сможем заплатить зарплату актерам или не сможем. Это не шутка, это очень серьезные вопросы. Все. Есть израильский такой «Оскар» театральный. Мы получили, театр получал актера. Ну, вот это мои личные награды режиссерские. А вот эта «Золотая маска» – это за спектакль «Враги истории любви в современнике». Вот с Чулпан Хаматовой. И спектакль, который, к счастью, до сих пор идет там, который мы все очень любим. И Чулпан играет, и приходит в театр, играет. Спектакль, который много лет шел и в нашем театре. Замечательная актриса Эйфи Бенсур. Есть ли вдруг среди наград то, что дорого больше всего вам? Вообще в жизни? Возможно, в жизни, возможно, из того, что мы видим здесь. В целом, если что... Нет, в жизни мне дороже всего мой сын. Начнем с этого. У меня один сын, ничего более дорогого и любимого на этом свете у меня нет. А все остальное уже рядом или не рядом. В том числе и театр, я должен сказать. Хотя воспитывали нас в свое время совершенно по-другому. Вот мое поколение было воспитано, что главное – это работа, главное – это твое общественное положение твое и так далее, и так далее. И я немножко жалею об этом, потому что вот когда с возрастом начинаешь понимать, насколько важно
вот те люди, которых ты любишь, которые тебя составляют твое ближайшее окружение. Может быть, это самое главное. Спасибо вам огромное за интервью. И, конечно же, мы желаем вам большой удачи, чтобы и ваши мечты, и ваши планы все осуществились. Спасибо. Спасибо. Да, и я, естественно, всех израильских зрителей, всех еврейских зрителей и сочувствующих поздравляю с праздником Рош ха-Шана. Мы на вершине года находимся. И желаю им, вы знаете, так как я театральный режиссер, я желаю им, читать побольше книжек, ходить в театры, слушать хорошую музыку и вообще быть хотя бы время от времени погруженным в то, что называется культурой, которая нам досталась в наследство. Спасибо большое. Начало года в Израиле выдалось насыщенным на культурные события. В городе Нетания проходит выставка картин Андрея Макаревича и Саши Галицкого под названием «Сухое крепленное». Вход на выставку абсолютно бесплатный, и туда может пойти любой желающий. Так мы и поступили. Пошли на выставку и решили показать ее вам. Андрей Макаревич и Александр Галицкий готовили совместную выставку все лето и пригласили на ее открытие многочисленных друзей, которые, несмотря на вечерние пробки, приехали в город Нетания, в галерею Аль-Гацук, что в переводе с иврита означает «на скале». Произнося приветственную речь, Андрей Макаревич предлагает своему коллеге Галицкому совершить сакральный акт – расписать установленный в галерее кувшин на глазах у публики. Ключевым мотивом новой серии картин стал один из важнейших предметов с древних времен, неразрывно связанных с вином – кувшин. Мы взяли форму кувшина, и как могли, эти формы мы расписали, отражая те события, которые, собственно, и произошли в результате влияния вина на духовную жизнь человечества. «Сухое крепленое» – 4-я по счету совместная экспозиция двух художников. И, по их словам, своеобразная дань уважения молодости авторов, когда на крепкий алкоголь денег не было, а вино незатейливых марок дарило радость и вдохновение. Кажется, что это кувшин, а на самом деле это портреты авторов и мои портреты. И это портреты тех прекрасных часов, дней и минут, которые мы провели вместе. Хожу по этой выставке со слезами на глазах. И для меня это путешествие во времени, когда мы с ними сидели и разговаривали о самом главном. Многие искренне не понимают, как две настолько разные творческие единицы создают свои произведения. Сами же художники утверждают, что работать вместе им на удивление легко и комфортно. Началось все с котов, потом пошло к рыбам, потом перешло ко всяким зверям потопа. И вот вино, без вина, по-моему, вся самая хорошая атмосфера с вином, наверное. Поскольку мы действительно рисовали в две руки, за 30 секунд до завершения никогда не было понятно, чем эта работа закончится и куда она завернет. Подпись сочинялась мною сразу же после этого, начисто, моментально. И вроде я нигде не ошибся. Чудесная выставка, много чувства юмора, много интересных текстур. Выставка замечательная, очень смешная, каждая картина сама по себе анекдот, отдельная история, разные темы. Текст, который это все сопровождает, он это выносит еще дальше, еще смешнее и рассказывает короткую историю, которая очень веселая и стебная такая. Класс. Ну вот смотрите, вот здесь написано «Иван и царевичи на серых волках». Почему их два? Вы просто не читаете до конца. И когда человек в хорошем состоянии алкогольного опьянения находится, то вот у него все двоится в глазах. Вот эта еврейская способность смеяться и плакать одновременно, она, наверное, в общем, как-то выражается в работах как Андрея, так и моей. Выставка в Израиле, она говорит о том, что Макаревич
Это часть еврейской культуры. Выставка Андрея Макаревича и Александра Галицкого открыта до 23 октября. А ровно через месяц после этого Андрей Макаревич выступит перед израильскими зрителями в знакомом для них амплуа. 23 ноября в Тель-Авиве пройдет единственный в Израиле концерт «Машины времени» в рамках юбилейного тура. Группе исполнилось 50 лет. Ну вот и все на сегодня. С вами была Маргарита Хереш. С наступившим еврейским Новым годом. Шана Това!